побывавшая на обоих полюсах, избороздившая своим шлейфом вдоль и поперек все 5 частей света, проплывшая все океаны, не раз слетавшая под самые небеса, 1000 раз известная Сара Бернар не побрезговала белокаменной. 2 дня тому назад Москва знала только 4 стихии, теперь же она неугомонно толкует о 5-й. Она знала 7 чудес, теперь же не проходит и полуминуты, чтобы она не говорила о 8-м чуде. Те, которым посчастливилось достать хоть самый маленький билет, умирают от нетерпения, ожидая вечера. Одним словом, артистка стала нашей идеей фикс. Мы чувствуем, что в наших головах происходит нечто подобное первичному умопомешательству. Черт знает, что такое. Утром просыпаемся, перехорашиваемся, натягиваем на себя фрак и перчатки и часов в 12 едем в Большой театр. Приходим домой из театра, глотаем обед неразжеванным и строчим. В 8 часу вечера опять в театр. Из театра приходим и опять строчим. И это каждый день. Думаем, говорим, читаем, пишем об одной только Саре Бернар. О, Сара Бернар! Кончится вся эта галиматья тем, что мы до максимума расстроим свои репортерские нервы, схватим благодаря еде не вовремя сильнейший катар желудка и будем спать без просыпа ровно 2 недели после того, как уедет от нас почтенная дива. Журнал «Зритель» за подписью Антоша Че. Все документы, удостоверяющие ее рождение, сгорели в огне Парижской коммуны, в прямом смысле слова. Поэтому точно об обстоятельствах ее зачатия и прихода на свет ничего не известно, только то, что она сама захотела рассказать. В результате то, что писал о Саре Бернар совсем юный Антон Павлович Чехов в журнале «Зритель» за ноябрь 1881 года, и то, что сейчас написано в Википедии, совпадает только что недословно. Не считая, конечно, некоторых аморальных моментов, не подходивших для поздневикторианской публики и современного Ютуба. По всей видимости, Генриетта Розина Бернар родилась в латинском квартале Парижа 22 октября 1844 года. Она была дочерью Джудит Бернхард, шикарной куртизанки голландско-еврейского происхождения, промышлявшей в Париже под именем Юлии ван Хаарт. Если вы не видели, у меня есть очень подробное видео о парижских куртизанках, где объясняется вся бизнес-модель. Кто был отцом Сары, покрыт мраком, но это был богатый человек, который оплатил ее образование. Блестящая и легкомысленная мать Сары вела интересный образ жизни и редко видела свою дочь. Девочка воспитывалась в школах-интернатах по французской традиции католических. И, будучи ребенком экзальтированным, заявила, что хочет стать монахиней. При том, что она совершенно не проявляла склонности к дисциплине и уважению к старшим. Маман созвала семейный совет, чтобы решить, что с ней делать. Было выдвинуто предложение сделать ее актрисой. Сара никогда до этого не бывала в театре. Ее сводили в комедии «Франсаise». Несмотря на название, полученное еще в XVII веке, когда слово «комедия» означало любую пьесу, этот старый театр специализировался не на комедиях, а на классических высоких трагедиях. Сара была так взволнована, что разрыдалась, перепугав остальных зрителей. Александр Дюма-старший, входивший в их компанию, утешил ее и сказал, что Сара просто предназначена для сцены. Папа Дюма станет ее другом на долгие годы. Ей организовали прослушивание в Парижской консерватории, где, по легендам, юная Сара так эмоционально прочла басню «Два голубя» Ла Фонтена, что приемная комиссия была совершенно покорена. Более вероятно, что Сара поступила в консерваторию по блату, потому что поначалу она совершенно не демонстрировала никаких сценических талантов. Ее физические данные оставляли желать лучшего. В годы, когда аппетитная полнота считалась не только достоинством, но почти что обязательным профессиональным качеством успешной актрисы, Сара была худа как щепка, с неуправляемой копной курчавых волос
и с лицом, самой выразительной чертой которого был нос. После сильной простуды ее голос стал слегка гнусавым. В будущем она превратит этот недостаток в свое главное достоинство. Но поначалу все считали, что это какой-то кошмар. А главное, это ее неуправляемая эмоциональность совершенно не сочеталась с классическим стилем, который ей преподавали. Сара дебютировала в комедии «Францесс» 31 августа 1862 года и не имела успеха. Теперь ведь уже не говорят от слова «совсем». Ее вспыльчивый характер тоже создавал проблемы. Когда привратник театра обратился к ней малютка Бернар, она сломала свой зонтик об его голову. Потом Сара отвесила пощечину одной из ведущих актрис, которая, я уверена, этого заслужила, но нельзя же так. В результате Сара продержалась в комедии «Францесс» меньше года. Семья и покровители были в трансе от такого начала ее карьеры. Ей было 18, и ее уже вытурили из самого престижного парижского театра. Сара поступила в театр «Жимназ», но и там продержалась недолго. Откровенно говоря, она не понимала, почему она должна так тяжело работать, когда ее маман распрекрасно живет на деньги богатых мужчин. И Сара пустилась во все тяжкие по всей Европе. В результате она вернулась в Париж, беременная от бельгийского принца де Линя, и родила своего единственного ребенка Мариса. Французская полиция Второй империи вела досье на топовых куртизанок, и в досье Сары значилось несколько богатых знатных мужчин, включая Халил Бея, посла Османской империи во Франции, человека, который заказал Гюставу Курбе написать «Происхождение мира», картину, которая была запрещена до 1995 года, а теперь она выставлена в музее Орсе, но я все еще не могу показать ее вам, не рискуя демонетизацией. Все это время Сара играла второстепенные роли в театрах, как многие кокотки. Но постепенно она нашла свою нишу. С ее худобой и живостью она начала пользоваться успехом в ролях мальчиков и юношей. Какой бы никудышной актрисой она ни была, я уверена, что она выглядела куда лучше прочих дебелых матрон в ритузах средневековых пажей. L'Odéon, театр, который уступал по престижу только комедии «Францесс», становится ее домом. После исполнения роли трубадура Занетта в романтической ренессансной истории император Наполеон III послал ей брошь со своими инициалами, выложенными бриллиантами. Ее последующая биография будет вымощена разнообразными оригинальными драгоценностями, подаренными ей разными влиятельными лицами. Но те первые ее трофеи были уничтожены в пожаре, когда ее квартира в центре Парижа сгорела со всем содержимым. Бриллианты она нашла в пепелище. Начало франко-прусской войны резко прервало ее театральный взлет. За капитуляцией Наполеона III в Седане последовала осада Парижа прусской армией. Всем стало не до театра. Сара с ее товарищами-актерами преобразовали Одеон в госпиталь для раненых. Сара организовывала койки и обеды и помогала главному хирургу с ампутациями и операциями. Когда в городе закончились запасы угля, она распорядилась сжечь старые декорации, скамейки и реквизит. В начале января 1871 года, после 16 недель осады, немцы начали обстреливать город дальнобойными пушками. Пациентов пришлось перевести в подвал. К концу осады госпиталь Одеона оказал помощь более чем 150 раненым, а Сара Бернар поклялась никогда не выступать в Германии. 19 января 1871 года французское правительство подписало перемирие. С точки зрения многих французов позорное. В Париже начинается восстание, Парижская коммуна. Французская армия возьмет штурмом свою собственную столицу. Дворец Тюильри, ратуша Парижа и многие другие общественные здания были разрушены в боях. Но театр Одеон уцелел. В октябре 1871 года Сара Бернар возобновляет выступление на его сцене. Роль испанской королевы, влюбленной в простолюдина, в пьесе «Руи Блас» Виктора Гюго,
станет ее первой по-настоящему звездной ролью. Спектакль собирал аншлаги. Вскоре Бернар получила письмецо от директора комедии «Францесс», который обещал ей 12 тысяч франков в год, больше, чем ей платили в Одеоне, если она вернется. Сара уже начала жить на широкую ногу, привычка до старости, державшая ее в напряжении, денег не хватало, и она вернулась в комедии «Францесс», где взялась за некоторые из самых известных и сложных ролей во французском театре. Сара подчинила свой скрипучий голос и превратила его в уникальный инструмент. Она также превратила свою природную экзальтированность в своеобразный свежий сценический стиль. Ведущий французский критик Сарсе писал о ней: «Это сама природа, которой служит изумительный интеллект, огненная душа, самый мелодичный голос, который когда-либо очаровывал человеческие уши. Эта женщина играет своим сердцем, своими внутренностями». В 1873 году, получив всего 74 часа на то, чтобы выучить текст и отрепетировать роль, она сыграла главную роль в «Федре Рассина». Сара обладала замечательной памятью. Она говорила: «Мне достаточно прочитать роль 2 или 3 раза, и я знаю ее наизусть. Но в тот день, когда я перестаю играть пьесу, роль полностью вылетает у меня из головы». «Федра» стала ее самой известной классической ролью. Сара исполняла ее на протяжении многих лет по всему миру, часто для зрителей, которые не знали французский язык. Она заставляла их понимать ее интонации и жестами. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Ну не верю, не верю! Жалостливее! Больше музыки в голосе! Идите от себя! Мсье, je ne mange... Сара также, по всей видимости, совершенно инстинктивно, начала активно формировать свой бренд. Театральность, экстравагантность, демонстратизм были его столпами. Ей не нужно было проплачивать рекламу. У нее был такой образ жизни, что газетам всегда было о чем писать. В спальне у нее стоял гроб, обитый белым атласом, и она спала в нем и позировала для фотографий. В 1878 году во время Всемирной выставки Бернар совершила полет над Парижем на воздушном шаре. Как только у нее появился свой дом, она завела там целый зверинец. Начала с собак и черепах, но впоследствии ее зоопарк пополнится попугаями, обезьянкой, гепардом и 6 хамелеонами. Это она только в гастролях по Европе собрала, а когда она съездит в Америку, она притащит оттуда аллигатора. «Самая оригинальная женщина в мире», называли ее газеты. Держать ее в подчинении было, по всей видимости, очень тяжело. Осознав, что ее эмоциональность – это то, что собирает аншлаги, Сара дала волю своему темпераменту. Она была в постоянных контрах с дирекцией театра, недовольной ее поведением и неровностью работы. Она хорошо играла только если ей нравилась роль и фактически саботировала постановки, которые ей не нравились. В результате она вторично уволилась со скандалами с комедии «Францесс» и поехала на гастроли в Англию и США. Условием ее контракта, помимо большой суммы денег, было то, что она сможет набрать собственную труппу и выберет пьесы. В 6 из 8 пьес своего репертуара она пафосно умирала в последнем акте. Критики начнут иронизировать над ее пристрастием к смертям на сцене, но публика будет обожать ее за это и ломиться в театр, посмотреть, как Сара эффектно отдает концы. 8 ноября 1880 года в Нью-Йорке она исполнила Адриен Лекуврер. Зрители заплатили за билет по $40, $1300 на современные деньги. Мало кто из них понимал французский, но это было и не обязательно. Сара получала громовые овации. Эта мелодрама, базирующаяся на реальной истории популярной французской актрисы XVII века, которую ревнивая соперница отравила, подослав ей отравленные фиалки, была апофеозом тогдашней модной мелодрамы.
Публика дурела от подобных экстравагантных и жалостливых историй. После своего первого выступления в Нью-Йорке Сара сделала 27 выходов на поклон. Ее не хотели отпускать. В первом американском туре Бернар дала 157 представлений в 51 городе. Она путешествовала на специальном поезде в роскошном личном вагоне. Ее багаж состоял из 45 сундуков с костюмами и 75 чемоданов с повседневной ее одеждой, включая 250 пар обуви. Навеки вечные Сара Бернар определила параметры того, как должна жить международная знаменитость. Она дала бесчисленное количество интервью прессе, а в Бостоне позировала для фотографии на спине мертвого кита. Всю свою жизнь она всегда настаивала на том, чтобы ей платили наличными. Когда Бернар вернулась во Францию, она привезла с собой сундук, наполненный 194 тысячами золотыми монетами. Родина встретила ее холодно. Парижская пресса проигнорировала ее турне. И большая часть парижского театрального мира возмущалась тем, что она покинула самый престижный национальный театр, чтобы подзаработать за границей. Сара совершенно не огорчилась и отправилась в турне по Европе. В Италию, Грецию, Венгрию, Швейцарию, Бельгию, Голландию, Испанию, Австрию и Россию. Именно в тот год о ней будет писать студент-медик, подрабатывавший газетными фельетонами под псевдонимом Антоша Чеханте. Единственной европейской страной, где она отказалась выступать, была Германия. Когда она вернулась в Париж, мало какой театр мог себе позволить ее нанять. К тому же Сара внезапно вышла замуж за исключительно красивого грека Аристида Дамалу, на 11 лет ее младше и известного своими скандальными любовными связями. Дамала говорил с сильным акцентом, но жаждал стать актером, и Сара хотела играть только с ним, благо она уже могла позволить себе собственный театр. Она арендовала и отремонтировала театр Амбигю специально для того, чтобы дать мужу главные роли. И назначила своего 18-летнего сына Мариса, у которого не было никакого опыта в бизнесе, управляющим. Ее талант и популярность не спасли это предприятие. Театр был закрыт, Сара потеряла на этом 400 тысяч франков и была вынуждена продать свои драгоценности, экипажи и лошадей на аукционе. Она начинает работать фриланс, заключая контракты с театрами на определенные постановки. В новой пьесе «Феодора», мелодраме из жизни Византии VI века, драматург Викториен Сарду придумал специально для Бернар эффектную сцену смерти, к исторической правде отношения не имевшую. В его версии императрица Феодора была публично задушена, тогда как на самом деле она спокойно умерла от рака. Пьеса имела огромный успех, была сыграна 300 раз в Париже и 100 раз в Лондоне. И благодаря ей Бернар смогла выплатить большую часть своих долгов и присоединила к своему домашнему зоопарку львенка, которого назвала Юстинианом. Между тем ее непутевый муж пристрастился к морфию и начал использовать любую возможность, чтобы критиковать и унижать жену. Деньги, которые она ему давала, он тратил на подарки другим женщинам. Бернар была католичкой и не хотела разводиться с ним. Когда он принял смертельную дозу морфия, она героически ухаживала за ним. Дамала умер в возрасте 34 лет. Больше Сара замуж не выходила. Ее подросший оболтус сынок доставлял достаточно неприятностей. Она давала ему 10 тысяч франков в месяц на выплату игорных долгов. Между тем, после успеха Феодоры случились 2 провальные постановки подряд. Сара была вынуждена продать свое шале в Сен-Андрес и свой особняк на улице Фортуни, а также часть своей коллекции животных. Ее импресарио Эдвард Джеррит предложил ей совершить еще одно заграничное турне, на этот раз в Бразилию, Аргентину, Уругвай, Чили, Перу, Панаму, Кубу и Мексику, а затем в Техас, Нью-Йорк, в Англию, Ирландию, Шотландию. Там в лесу столько диких обезьян.
Она непрерывно путешествовала в течение 15 месяцев. Накануне отъезда она сказала французскому репортеру: «Я страстно люблю эту авантюрную жизнь. Я ненавижу знать заранее, что мне подадут на ужин, и я ненавижу в 100 тысяч раз больше знать, что со мной случится, к лучшему или худшему. Я обожаю неожиданности». Приключений хватало. Император Бразилии Педро II подарил ей золотой браслет с бриллиантами, который почти сразу же был украден из ее отеля. Оба ведущих актера заболели желтой лихорадкой, а ее импресарио Джаред внезапно умер от сердечного приступа посреди гастролей. Однако Бернар была неустрашима. Пока ее товарищи боролись за жизнь, она ходила в охоту на крокодилов. Совершенно непробиваемая была женщина. К концу тура она заработала более 1 миллиона франков. С тех пор, когда у нее заканчивались деньги, что обычно случалось каждые 3-4 года, она отправлялась в турне. Когда Бернар вернулась из очередных гастролей, она получила очередное приглашение вернуться в Комедий Франсез. Руководство театра было готово забыть старые склоки и предлагало ей умопомрачительный оклад. Но тут в газете написали: «Мадам Саре Бернар 43 года. Какая от нее может быть польза для комедий? Какие роли она могла бы играть? Разве что матерей главных героев». Сара страшно обиделась и немедленно прервала переговоры с театром. Она покажет всем, что возраст для такого таланта, как она, не значит ничего. Она снова обратилась к Сарду, который написал для нее новую пьесу «Тоска», в которой тоже была чрезвычайно драматичная сцена смерти в финале. Преданная оперная дива Флория Тоска, узнав о смерти своего возлюбленного, бросается со стены римского замка в бурные воды Тибра. Критики закатывали глаза, но у публики спектакль был чрезвычайно популярен. 29 раз Сара играла эту роль перед полным под завязку залом, падая с бутафорской стены на тюфяк. Спектакль вдохновил Джакомо Пуччини написать одну из его самых известных опер «Тоска». С 1893 по 1899 год Сара Бернар была художественным руководителем и ведущей актрисой театра «Ренессанс». Она управляла всеми делами театра, от финансов до освещения, а также появлялась в 8 спектаклях в неделю. Она ввела правило, согласно которому все женщины в зале должны были снимать шляпы во время спектаклей, чтобы не загораживать сцену остальной публики, и убрала суфлерскую будку, заявив, что актеры должны знать свои реплики наизусть. В 1894 году она наняла чешского художника Альфонса Муху для разработки серии афиш для ее театра. И эти яркие литографии стали классикой стиля ар-нуво. Несмотря на ее успехи, долги Сары продолжали расти. Когда она узнала, что другой, гораздо больший парижский театр сдается, Сара подписала договор аренды сроком на 25 лет и переименовала его в театр Сары Бернар. Первым представлением нового театра была «Старая добрая Тоска». За ней последовали возобновления других ее крупных успехов, включая «Федру», «Феодору», а также «Жисмонду», «Даму с камелиями» и других. А 20 мая 1899 года 55-летняя Сара Бернар впервые сыграет Гамлета. Не Офелию в «Гамлете», самого принца датского. Половина цивилизованного человечества была в полном восторге, другая половина в тяжелом шоке. Британцы, разумеется, сказали, что это абсолютный кринж. Но это совершенно ее не смутило. Через год Сара представила новую пьесу Растана «Орленок», где сыграла 20-летнего герцога Рейхштадтского, трагического сына Наполеона Бонапарта. Мать главного героя играла актриса на 14 лет моложе Бернар. Пьеса имела огромный успех. Посетители Парижской международной выставки 1900 года платили по 600 франков за стоячие места. Сара доказала, что ничто, что она делает, не может быть ни нелепым, ни смешным. Она стала живой легендой. Она не только работала ведущей актрисой и менеджером театра, она профессионально писала картины и занималась скульптурой.
Ее работы выставлялись в салоне. Она также некоторое время преподавала актерское мастерство в консерватории, но недолго. К тому времени, к рубежу веков, в театре становится популярной более естественная манера актерской игры. Если во времена ее юности стиль Сары казался чрезмерно эмоциональным и несдержанным, то теперь он многим кажется напыщенным и претенциозным. Тургенев писал: «Все, что у нее есть, это чудесный голос. Остальное холодно, фальшиво и наигранно. Худший вид отталкивающей шикарной парижанки». Ну, Сара знала, что она делает. В театре, заявляла она, естественное хорошо, но возвышенное лучше. Начинается 20 век, и Сара начинает серию прощальных гастролей. Только в США она сделает 4 последних тура. Первый из них продолжился в Южной Америке, где случилось несчастье. В Рио-де-Жанейро, в конце Тоски, она, как всегда, спрыгнула со стены крепости. Однако на этот раз матрас, на который она должна была приземлиться, лежал не на месте. Сара приземлилась очень плохо на правое колено, которое уже было повреждено в предыдущих турах. Она потеряла сознание и была вынесена из театра на носилках. Ее нога распухла, и она была вынуждена вернуться во Францию. Эта травма останется с ней на всю оставшуюся жизнь. Но, несмотря на боли, она продолжала ездить на гастроли и скандализировать публику как личной, так и профессиональной жизнью. В Нью-Йорке в 1910 году Сара появилась в роли Иуды Искариота в скандальной драме «Иуда» Джона Декея. Сюжетная линия была совершенно нетривиальной. Мария Магдалина, любовница Иуды Искариота, вступает в связь с Иисусом. Отнюдь не духовную связь, вы все правильно поняли. Иуда из ревности решает предать своего друга римлянам. Спектакль был показан ровно 1 раз, после чего был немедленно запрещен. Потом была очередная война и болезни. В начале 1915 года в ее травмированной ноге развилась гангрена, и хирург ампутировал ее ногу почти до колена. Сара, которой было за 70, отказалась от протеза, костылей или инвалидной коляски. Она спроектировала для себя паланкин, на вроде античного. Ее носили повсюду 2 крепких парней. На сцене же она продолжала регулярно выступать. Все было организовано так, чтобы она могла или сидеть, или опираться на что-то. Железная женщина, она продолжала собирать аншлаги и ездила с труппой на фронт Первой мировой выступать для солдат. Она, кстати, начала сниматься в кино, в патриотических фильмах. Впервые кино станет средством пропаганды, и Сара появится на экране в образе Жанны д'Арк. Почти до самой своей смерти в возрасте 78 лет Сара не покидала сцену. Когда ей стало трудно играть целые 2-часовые спектакли, она исполняла отдельные акты, не требовавшие больших перемещений по сцене. Во время вызовов на бис она стояла, балансируя на одной ноге и жестикулируя одной рукой. Она никогда не кланялась, даже в молодости. В 1921 году писательница Колетт, побывавшая у нее в гостях, описывала, как Бернар подавала ей кофе. Нежная и сухая рука, протягивающая полную до краев чашку, цветочная лазурь глаз, таких молодых еще в своей сети тонких морщин, вопросительное и насмешливое кокетство наклоненной головы и это неописуемое желание очаровывать, очаровывать и еще, очаровывать вплоть до ворот самой смерти. Когда она совсем ослабела, ее дом переоборудовали под киностудию, и Сара продолжала работать над очередным фильмом, пока не потеряла сознание и не умерла 26 марта 1923 года. 30 тысяч человек пришли на ее похороны. Огромная толпа последовала за ее гробом от церкви Сан-Франсуа-де-Саль до кладбища Пер-Лашез, остановившись на минуту молчания у ее театра. Какие выводы мы можем сделать из ее длинной и перенасыщенной жизни? Например, то, что по-настоящему эпохальные личности не рождаются с первой попытки. Они пробуют много раз. Они движутся от провала к триумфу и снова к провалу и снова к триумфу. И они знают, что пока ты не прекратил попыток, это еще не поражение.
Поражение – это когда ты опустил руки. Успехов вам, что бы вы ни затеяли. Спасибо за внимание и до скорых встреч.